Как вы оцениваете документ, который приняло грузинское правительство о неполном восстановлении дипотношений с Россией? Вы считаете, что отношения вновь опять скатываются в минус или это нормально? Ну, на фоне современных российско-грузинских отношений это совершенно нормально. Проблема Южной Осетии и Абхазии неразрешимая. Проблема в нынешней политической конфигурации. С другой стороны, Грузия нужна России позарез. Я думаю, надо усиливать отношения на экономическом уровне, человеческом уровне. В полной мере восстановить дипломатические отношения, я думаю, не скоро получится. И не думаю, что есть грузины или значительная часть грузин, которые смирятся с потерей, по крайней мере, Южной Осетии. Ладно, с Абхазией еще как-то они готовы там обсуждать, по крайней мере. Но Южной Осетии они считают такой вопиющей просто несправедливостью, грузины именно, с которой им трудно примириться. Поэтому я думаю, что тут просто надо несколько процессов. Человеческие, экономические, гуманитарные, политические, одновременно переговорный процесс. В конце концов, этот конфликт может быть решен только в одной ситуации. Если весь Кавказ вернется в зону реализации прямых политических интересов Российской Федерации. Понятно. Ну и последний вопрос по тоже болезненной теме. Тема Нагорного Карабаха. Вот буквально на днях Саргсян встречался с Путиным, и некоторые эксперты считали, что в ходе переговоров будет затронута проблема строительства аэропорта, его открытия в селении Хаджалы. Не считаете ли вы, что это приведет к еще большей эскалации конфликта? Как это может закончиться история? Я не верю, что в нынешней ситуации Карабах может получить государственную суверенитет и независимость. И не думаю, что на переговорах Армении и России проблема Карабаха обсуждалась именно в таком тоне, как вы сейчас сказали, потому что Россия не признает Карабах как отделенный от Азербайджана. Россия признает, что есть проблема Нагорно-Карабахского автономной области, статус которой не определен и не решен. Конечно, немыслимо присоединение Карабаха к Армении. Это будет аннексия в чистом виде. Создание же Карабаха как суверенного государства, на мой взгляд, это единственный выход. Но это возможно только при одном условии: возвращение азербайджанских беженцев на территорию Карабаха и создание на территории Карабаха кантонной системы по типу швейцарской. Азербайджанские районы, армянские районы, единое демократическое правительство. Я лично уверен, что это можно сделать. У Карабаха в прошлом был опыт государственности, было Карабахское ханство, которое было вполне самостоятельным государством, конечно, зависело там от Персии, от кого-то еще. Но без возвращения азербайджанцев, вообще без решения проблемы беженцев, я думаю, что статус Карабаха не может быть решен.